Всем привет! В сегодняшнем обзоре будет компания Southern Company. Это американская энергетическая компания, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже и доступна для российских инвесторов, трейдеров. Данная компания находится в моем портфеле. Давайте поподробнее остановимся на данной компании и секторе, в котором она работает. Сравним ее с конкурентами и выделим ее конкурентные преимущества. Значит, это компания Southern Company. Данная компания была зарегистрирована публичной компанией в 1947 году. Это ведущая энергетическая компания США, которая обслуживает 9 миллионов клиентов через дочерние компании, обеспечивает чистую, безопасную, надежную и доступную энергию через электрические компании в 3 штатах, компании по распределению природного газа в 4 штатах и конкурентоспособную генерирующую компанию, обслуживающих оптовых клиентов по всей Америке. Значит, данная компания работает в секторе Utilities, Gas and Electric. Значит, генеральным директором данной компании является Том Фаннинг. Он председатель, президент и главный исполнительный директор с 2010 года. Под его руководством компания продолжает строить будущее энергетики и улучшать жизнь людей. Компания сосредоточена на поиске лучших способов обеспечить чистую, безопасную и надежную и доступную энергию для всех наших районов по всей стране. Значит, Том Фаннинг является председателем Федерального резервного банка Атланты и занимает руководящие должности в ряде коммерческих и общественных организаций. Значит, 5 стратегий, которые выделяет компания. Значит, первое – это производство чистой, безопасной, надежной и доступной электроэнергии. В этом подразумевается увеличение производственных мощностей, использование возобновляемых источников энергии, программы по повышению энергоэффективности. Второе – это снижение воздействия на окружающую среду. В данный пункт входит исследование, внедрение новых технологий, сокращение выбросов на электростанциях. Третье – это инвестирование в собственный персонал, привлечение, удержание, оснащение и защита рабочей силы. Четвертое – это улучшение экономики и качества жизни. Пятое – оценка рисков. Различные сценарии – это состояние и цены на топливном рынке, экологические требования, законодательные и нормативные акты по изменению климата. Если посмотреть на структуру производства электроэнергии Southern Company в период с 2007 по 2019 год, то видно, что компания с 1% возобновляемых источников энергии в 2007 году по настоящее время увеличила процент до 18%, с 1 до 18 в течение 13 лет. Далее 16% это натуральный газ был в 2007 году, 16% в настоящее время эта цифра составляет 18%. Что касается ядерной энергетики, в 2007 году эта цифра была 14%, в настоящее время это 18%. И уголь с 69% до 13%. То есть этот показатель снижается. Это также позитивно сказывается на выбросах парниковых газов на окружающую среду. Также компания демонстрирует нам вектор развития и достижения чистого нуля к 2050 году. То есть компания стремится к тому, чтобы минимизировать все негативные выбросы и перейти полностью на возобновляемые источники энергии. Это ветровая энергия, это солнечные батареи, это водная инфраструктура. То есть такими возобновляемыми источниками энергии компания планирует добиться чистого нуля к 2050 году. Я считаю, что это позитивный вектор развития компании, к которому она стремится. И непосредственно видно, что компания уделяет этому большое внимание, видно, что развивается в этом направлении. Что касается ее конкурентов, то если обратиться к
сайту Fortune 500, то в данном секторе Utilities, Gas and Electric первое место занимает компания Exelon, которая находится на 95-м ранке, значит, среди 500 компаний по выручке, и занимает лидирующее место в данном секторе Utilities, Gas and Electric. На втором месте компания Duke Energy, на третьем месте Southern Company, с которой мы сегодня и будем сравнивать. Значит, на четвертом месте NextEra Energy. Ну, давайте поговорим о компании Exelon Corporation. Как уже было отмечено ранее, эта компания работает в сфере энергетики в США. И что говорит компания про свой бизнес? Мы компания Fortune 100, работающая на всех этапах энергетического бизнеса: производство электроэнергии, конкурентоспособные продажи, передача и доставка энергии. Будучи ведущим конкурентоспособным поставщиком энергии в стране, Exelon ведет бизнес в 48 штатах. Ее доход в 2019 году составил 34 миллиарда долларов. В компании работает 33 тысячи человек по всей стране. Значит, данная организация была зарегистрирована в 2000 году. Значит, и компания тоже с перспективными направлениями, с перспективным развитием своего бизнеса. Подразделение Constellation компании предоставляет энергетические продукты и услуги примерно 1,8 миллионам потребителей в жилищном, государственном и коммерческом секторах, включая более 2/3 компаний из списка Fortune 100. То есть довольно-таки сильный конкурент, который заслуживает также внимания. Значит, давайте сравнивать данные компании по мультипликаторам. По доходу выручки. Значит, доход можно определить как сумму денег, которую компания получает от своих клиентов в обмен на продажу товаров или услуг. Выручка – это верхняя строка отчета о прибылях и убытках, из которой вычитаются все затраты и расходы для получения чистой прибыли. Значит, за 12 месяцев выручка составила 15,5 миллиардов долларов, что на 28% меньше, чем годом ранее. Это по компании Exelon. Видно, что по выручке тренд с 2006 года восходящий, но также стоит отметить, начиная с 2019 года выручка у компании снижается. По компании Exelon выручка также находится в восходящем тренде. Выручка растет из года в год, но мы можем заметить такую же тенденцию. С 2019 года данный показатель выручка, он падает. И за 12 месяцев выручка составила 33 миллиарда долларов, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. То есть по данному показателю эти компании примерно равны. Показатель чистая прибыль. Значит, чистая прибыль может быть определена как чистая прибыль или убыток компании после учета всех доходов, статей доходов и расходов. Значит, за 12 месяцев чистая прибыль по Southern Company составила 2,4 миллиарда долларов, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается чистой прибыли по Southern Company, здесь мы видим небольшое увеличение, но также видим с 2019 года чистая прибыль компании падает. По компании Exelon за 12 месяцев чистая прибыль составила 2,3 миллиарда долларов, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несколько дела лучше за 12 месяцев у компании Exelon, но также мы видим чистую прибыль компании с 2019 года, она снижается. Примерно равные оценки можно поставить двум компаниям. Что касается акционерного капитала, собственный капитал держателя акций можно определить как сумма привилегированных и обыкновенных акций. Значит, по компании Southern Company
собственный капитал за год составил 32,7 миллиарда долларов, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По компании Exelon собственный капитал составил 35 миллиардов долларов, что на 2% больше, чем в прошлом году. Данная компания увеличивает акционерный капитал, и он увеличивается ежегодно по обоим компаниям. Естественно, это положительно сказывается на этих компаниях. По свободному денежному потоку, значит, что можно отметить? Значит, первое, операционный денежный поток. Это объем денежных средств, которые предприятие получает в результате своей текущей операционной деятельности. Что касается Southern Company, то операционный денежный поток, он за предыдущие 12 месяцев он увеличился по сравнению с 2019 годом, но примерно находится на таких же отметках, как и в 2017-2018 году. То есть небольшое есть увеличение, но все-таки по отношению к предыдущему годам он находится примерно на таком же диапазоне. По компании Exelon она несколько снижает операционный денежный поток, и видно этот обратный тренд 2017 года. Значит, что касается инвестиционных денежного потока, он показывает объем денежных средств, которые компания направляет или инвестирует в долгосрочные активы и капитальные затраты. По инвестиционному денежному потоку Southern Company видно, что она увеличивает свои эти потоки и инвестирует в новые направления и в долгосрочные активы, и в перспективные направления. Да? Это, безусловно, является преимуществом. По компании Exelon инвестиционный денежный поток также он немножко сократился по отношению к 2019 году, но примерно находится на таком же диапазоне, как и за предыдущий год. Денежный поток от финансовой деятельности отражает изменения, которые произошли в структуре и стоимости капитала. Значит, это обратный выкуп акций или привлечение долгосрочного кредита. По денежному потоку компания Southern Company, она его немножко увеличила. Да, он составляет 1,5. По отношению к 2019 году, да, он значительно увеличился. То есть денежный поток от финансовой деятельности он увеличивается у Southern Company. У компании Exelon также идет увеличение денежного потока от финансовой деятельности, и это, конечно, является преимуществом. Что касается свободного денежного потока. Свободный денежный поток – это те деньги, которые остаются в распоряжении собственников, кредиторов и инвесторов компании после осуществления ею всех капитальных вложений и оплаты текущих расходов. Это зарплата, аренда, налоги и пополнение оборотного капитала. По компании Southern Company свободный денежный поток также находится в отрицательной зоне. И по компании Exelon также свободный денежный поток находится в отрицательной зоне. И одна и другая компания несколько сократили денежный поток по отношению к предыдущему периоду 2019 года. Что касается дивидендов, то на сегодняшний день по компании Southern Company можем увидеть тенденцию увеличения дивидендов на протяжении 19 лет. Компания увеличивает дивиденды. За 3 года дивиденды увеличились на 3,4%, за 5 лет на 3,4% и за 10 лет на 3,6%. То есть видно планомерный прирост дивидендов из года в год. Что касается компании Exelon, то данная компания не выделяется среди Southern Company и дивиденды несколько сократила. Это можно увидеть в период с 2011 по 2012 год. До 2011 года был восходящий тренд, затем после 2011 нисходящий, и в течение последних 5 лет компания придерживает такой стратегии увеличения, планомерное увеличение дивидендов. За 3 года увеличение дивидендов составило 4,7%, за 5 лет 3,2%. Естественно, в этом показателе Southern Company выделяется, и это является для нее преимуществом. Что касается обратного выкупа акций или доп. Эмиссии, значит, акции в обращении можно определить как количество акций, принадлежащих акционерам, включая инсайдеров, при условии конвертации всей конвертируемой задолженности, ценных бумаг, варантов и опционов.
Этот показатель не включает казначейские акции компании. По компании Southern Company за год составили 1 миллиард, что на 0,66% больше, чем годом ранее. То есть компания выпускает акции и все больше и больше. То есть она выпускает свои акции из года в год. И это видно такой восходящий тренд. По компании Excellent акции в обращении составили 0,9 миллиардов долларов, что на 0,31% больше, чем годом ранее. То есть по данной компании также можно отметить именно выпуск акций из года в год, он имеет такой восходящий тренд. То есть все-таки он с 2006 по 2012 год был в таком неком нейтральном положении, и потом резкий был обратный выкуп в 2012 году. И за последние 8 лет компания ежегодно выпускает все больше акций в обращении. Что касается роста акций и роста прибыли как таковой, мы будем сравнивать компанию Southern Company Excellent и индекс S&P 500. В первом слайде видно, что рост прибыли с реинвестируемых дивидендов составил бы 11,4% средняя годовая общая прибыль. По компании Excellent средняя годовая прибыль составила 8,5%. То есть в разрезе инвестирования 25 лет и более, то мы видим, что инвестиции с реинвестированием дивидендов компания Southern Company дали бы больше отдачи от капитала, нежели от компании Excellent. Что касается нижнего слайда, это если бы мы инвестировали бы 25 лет назад в компанию Southern Company, но без учета реинвестирования дивидендов, то тем не менее отдача на капитал была бы выше, чем у компании Excellent, но она была бы примерно равна как с индексом S&P 500. Что касается показателей коэффициента текущей ликвидности, данный коэффициент текущей ликвидности можно определить как коэффициент ликвидности, который измеряет способность компании погашать краткосрочные обязательства. Коэффициент текущей ликвидности по южной компании составил 0,9. Значит, данный параметр 0,9 находится ниже средней медианы по отрасли, которая составляет 1,04. По компании Excellent коэффициент текущей ликвидности составил 1,09, и данный параметр находится выше средней медианы по данной отрасли, которая составляет 1,04. То есть в этом отношении Southern Company является преимуществом. Что касается долга к собственному капиталу, значит, отношение заемного капитала к собственному капиталу можно определить как показатель финансового рычага компании, рассчитанный путем деления ее долгосрочной задолженностью на собственный капитал. Значит, долг к собственному капиталу по компании Southern Company за предыдущие 12 месяцев составил 1,4. Значит, данный показатель находится выше средней медианы по индустрии, которая составляет 0,86. И это не такой уж положительный сигнальчик, который хотелось бы отметить. Но также по компании Excellent долг к собственному капиталу составил 1,02. И этот показатель также выше медианы средней по рынку, по данной индустрии. По показателю EBIT, это годовая и квартальная история EBIT, ее можно определить как прибыль до вычета процентов и налогов. За предыдущие 12 месяцев EBIT составил 3,8 миллиардов долларов, что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значит, по компании Excellent EBIT за 12 месяцев составил 3,5 миллиарда долларов, что на 14% меньше, чем годом ранее. Значит, что касается компании Southern Company, то здесь все-таки мы видим некий восходящий тренд с 2006 года. Да, было небольшое убыточные, ну не убыточные, а такие провальные года в период 2017-2018 года, и дальше компания оправилась и находится в таком возрастающем и восходящем тренде. По компании Excellent мы видим, что EBIT тоже находится в таком восходящем и в плавном тренде, без таких сильных скачков, как по компании Southern Company. Что касается процентных расходов, это те затраты, которые компания несет в отношении заемных средств. Что касается Southern Company, то процентные расходы из квартала в квартал примерно одинаковые.
По сравнению с предыдущими годами данный показатель несколько увеличился и находится примерно в одном и том же диапазоне. Компания не увеличивает, не уменьшает свои процентные расходы, и, видимо, ей это комфортно. Что касается Excellent, то данную тенденцию мы также можем отметить. Компания из квартала в квартал примерно держит одни и те же процентные расходы и придерживается этих расходов по итогу года, ну, в среднем по году. То есть данная тенденция тоже, она примерно у этих компаний одинаковая. Что касается рентабельности собственного капитала, ROE, рентабельность собственного капитала можно определить как сумма чистой прибыли, возвращаемой как процент от собственного капитала. Рентабельность собственного капитала измеряет прибыльность корпорации, показывая, какую прибыль компания получает с деньгами, вложенными акционерами. По компании Southern Company рентабельность собственного капитала составляет 11,3. Данный показатель выше медианы, который составляет 8,26. Это, естественно, является преимуществом, и это можно отметить. По компании Excellent рентабельность собственного капитала несколько ниже по отношению к средней медианы по данному сектору и составляет 7,3. Медиана 8,26. Этот показатель, естественно, хуже у компании Excellent. Что касается рентабельности активов, то рентабельность активов можно определить как показатель того, насколько прибыльна компания по отношению к ее совокупным активам, и рассчитывается путем деления операционной прибыли компании на ее общие активы. По компании Southern Company рентабельность собственных активов составляет 2,67, что примерно равно средней медиане по рынку в данном секторе. И это такой несколько нейтральный показатель в отношении сравнения с компанией Excellent. То рентабельность собственного капитала составляет 1,9. Этот показатель меньше, чем средняя медиана по сектору. Что касается чистой маржинальности, маржа чистой прибыли может быть определена как чистая прибыль, как часть общей выручки от продаж. Чистая маржа по компании Southern Company составила 15,8 за предыдущие 12 месяцев. И этот показатель выше в сравнении с средней медианой 7,6. То есть это довольно-таки положительный сигнальчик по компании Southern Company. Что касается компании Excellent, то чистая маржа составила 7,14, что меньше, чем медиана средняя по данному сектору. Что касается EPS, прибыль на акцию. Прибыль на акцию можно определить как чистую прибыль или убытки компании, относящиеся к обыкновенным акциям, на разводненную базу акций, которая включает все конвертируемые ценные бумаги и долговые обязательства, опционы и варанты. По компании Southern Company за предыдущие 12 месяцев прибыль на акцию составила $2,4, что на 45% меньше, чем годом ранее. По компании Excellent прибыль на акцию составила $2,4, что на 2,5% больше, чем годом ранее. По данному показателю, конечно, следует отметить уменьшение прибыли на акцию, но это связано в первую очередь с некоторым кризисом, который произошел в 2020 году. И мы видим, что у обоих компаний прибыль на акцию на несколько лучше у Excellent. Она увеличила свою прибыль на акцию, но также находится примерно в таком боковом диапазоне, как и Southern Company. Хочется отметить, что ожидается увеличение прибыли на акцию по компании Southern Company ввиду перспективных направлений движения в сторону уменьшения парниковых выбросов в окружающую атмосферу и перехода на более экологически чистые добычу энергии. Это стоит отметить. По показателю P на E, это отношение цены к прибыли, рассчитывается путем деления последней цены закрытия на последнее значение прибыли на акцию EPS. Коэффициент PE – это простой способ оценить, переоценена или недооценена акция, и является наиболее широко используемым показателем оценки. По коэффициенту P на E компания Southern Company составляет 20,2%. Это означает, что вложенные деньги сейчас вам
окупится через 20 лет. Данный показатель выше, чем средний по индустрии, который составляет 16,7. По компании Excellent прибыль на акцию составляет 12,6. Этот показатель значительно ниже по сравнению с компанией Southern Company. И, естественно, данный показатель он ниже, чем рынок, средний по рынку. Это стоит отметить. Это хороший и положительный показатель в компании Excellent. Но также у компании Southern Company ожидается увеличение чистой прибыли на акцию, и в перспективе данный показатель форвардный PE он будет ниже, чем в настоящее время. По дивидендной доходности. Дивидендная доходность по компании Southern Company составляет 4,16%. По компании Excellent дивидендная доходность составляет 3,7%. У компании Southern Company, естественно, дивидендная доходность выше, и она в таком неком увеличении идет из года в год. Это стоит отметить, и это является конкретным преимуществом по отношению к компании Excellent. Что касается мнения аналитиков и консенсус прогнозу. По компании Southern Company аналитики выставляют среднюю цену в $64,47, и в настоящее время потенциал роста составляет 4,8%. По компании Excellent средняя цена составляет $46 на будущие 12 месяцев, и потенциал роста составляет 13%. В данном контексте я бы с мнением аналитиков согласился по компании Southern Company и выставил бы примерно такую же цену на последующие 12 месяцев. Компания будет расти, и все говорит об этом. Ее перспективное направление, ее планы, ее направление в сторону увеличения производства альтернативных источников энергии. Что касается инсайдерской информации по купле-продаже данных акций, по компании Southern Company видно, что практически ежемесячно главные исполнительные директора компании они продают. Единственное, можно отметить покупку в мае месяце на 3500 акций. Данный директор купил по цене $54,72. Но в основном данная компания, ее продают, непосредственно исполнительные директора компании, они хорошо премируются акциями и независимо от цены продают, то есть не подстраиваются и никак не манипулируют ценой самой компании, продают по текущим ценам. По компании Excellent также видно тенденцию к продаже активов, и с нее выходят также директора, коммерческие директора, исполнительные директора из данной компании по текущим ценам. Ее продают, хорошо премируются и по мере необходимости продают данные акции. Что касается доли сектора Utilities в моем портфеле и в секторе индекса S&P 500. В настоящее время доля сектора Utilities, в которой находятся компании и Excellent, и Southern Company в индексе S&P 500 составляет 5,3% от всей общей массы портфеля. 5,3%. А доля сектора Utilities в моем портфеле составляет 8,4%, несколько выше, чем в индексе S&P 500. Друзья, если вам понравился данный ролик, прошу подписаться на канал, поставить лайки, оставить свои комментарии. Вы выслушали мое мнение в отношении компании Southern Company в разрезе ее с конкурентами компании Excellent. И я бы поставил положительную оценку хорошую в отношении компании Southern Company. Данная компания есть в моем портфеле, я в нее периодически захожу, покупаю, периодически, когда появляются денежные средства, и увеличиваю, так скажем, распределение этой доли сектора в моем портфеле. Также напоминаю, что в следующих моих обзорах буду я рассматривать компании в различных секторах. Всем удачи в инвестициях. Пока.